Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала. Спасибо вам большое за то, что вы заходите, комментируете, за то, что мы вместе наблюдаем за всеми событиями, которые разворачиваются и в Украине, в России, и в целом мире. Историк Юрий Фельштинский со мной прямо сейчас на прямой связи. Юрий Георгиевич, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Юрий Георгиевич, начать я хочу с Крымского моста. Точнее, доклада Бастрыкина, главы Следственного комитета, Путину. И первый официальный, скажем так, официальный спич прозвучал именно от Путина с претензиями к украинской стороне. И было особенно подчеркнуто Путиным, что удар по критической инфраструктуре был нанесен украинскими спецслужбами. Там были российские граждане, которые проживают за рубежом, там иностранцы. Приготовиться Украине после вот такого акцента к ударам, массовым ударам по критической инфраструктуре? Или что означает вот этот персональный, скажем так, персональный процесс высказывания претензий лично Путиным? Ну, мы, собственно, узнаем об этом завтра, послезавтра, да. Завтра будет еще какое-то заседание Совета Безопасности, где Путин будет присутствовать. Поэтому мы посмотрим, к чему все это приведет. Понимаете, и, конечно, я сужу со стороны, да, я не в Украине нахожусь, но война уже идет 7,5 месяцев почти. И Россия, по-моему, уничтожает все, что только способна уничтожить в Украине. Поэтому я бы не считал, что оборонительные действия Украины непременно должны, ну, скажем так, усугублять в военном отношении ситуацию. Да? Потому что скорее я был удивлен, что все эти 7 с лишним месяцев Украина Крымский мост не трогала. Там на юге сосредоточено как бы самое важное, может быть, звено российской наступательной силы. Крымский мост единственное, что связывает Российскую Федерацию с оккупированным Крымом. И, повторяю, я скорее удивлялся, что Украина все эти месяцы не трогала Крымский мост. Я слышал заявление о том, что это очень непросто, что разрушить Крымский мост с точки зрения его вот этих быков бетонных невозможно. Но, будем откровенны, не нужно же опоры разрушать, нужно достаточно сам мост повредить в нескольких местах и сделать его непроходимым. Поэтому, повторяю, я считаю, что как бы с точки зрения военной, с точки зрения политической, с точки зрения даже пиарной, удар нанесен правильно и с опозданием, и я надеюсь, что это не последний удар по Крымскому мосту. Я понимаю соображения, по которым украинское правительство и украинская армия не могут формально взять на себя ответственность за разрушение этого моста. Эти соображения, как я думаю, имеют отношение не к тому, что Украина боится разозлить Путина, а к тому, что западное оружие поставляется Украине с несправедливым, я бы считал, да, требованием, чтобы это оружие не использовалось против российской и белорусской территории. Я неоднократно говорил о том, что я считаю это требование абсолютно как бы неправильным, ставящим Украину в сложную ситуацию, когда Украина не может реально победить в этой войне, да, а вынуждена вести оборонительную войну, потому что нельзя победить в войне, не нанося ударов по территории противника. Но поскольку Крымский мост, может быть, относится к территории Российской Федерации, несмотря на то, что он соединяет Россию с оккупированной частью Крыма, может быть, по этой причине Крымский мост подпадал под вот эту вот категорию Российской Федерации, по которой нельзя наносить удар. Но военная необходимость уничтожить этот мост очевидна, и я считаю, что как бы
украинские военные, да, если это сделали они, а предположительно все-таки это сделали они, встали на правильный путь в этом плане. Юрий Георгиевич, просто раскручивается версия, что это россияне сами взорвали этот мост, дабы развязать руки Путину, чтобы он имел моральное право давать приказы разрушать украинскую инфраструктуру критическую, бить по центру Киева, мосты, дамбы, электростанции. Мол, это вот вам в ответ за Крымский мост. Как вы относитесь к такой версии? Вкладывается ли это вот в ведение ФСБ и вкладывается ли это в стиль, который демонстрирует ФСБ? Я просто напомню, что Крымский мост 12 миллиардов рублей было выделено. Есть конкретно даже человек, который отвечал как бы головой, да, вот своим постом за охрану Крымского моста. И этот человек, это управление Т, его руководитель, снова-таки ФСБ. Вы знаете, вот я готов как бы представить себе и поверить в версию о том, что Северный поток-2 взрывала ГРУ. Вот здесь я вижу как бы целую серию соображений, по которым это могло быть сделано. А вот почему-то в версию про мост мне как-то это не верится, как-то это достаточно примитивно. Потом, понимаете, моральное, как вы сказали, моральное оправдание для Путина. Понимаете, моральное оправдание может быть или не быть у человека, у которого есть вообще хоть какая-то мораль. У Путина ее как бы никогда не было, а уж тем более ее нет после 24 февраля. Я не думаю, что Путину нужны какие-то оправдания для усиления своей военной кампании против Украины. Понимаете, когда президент ядерной державы угрожает всему миру термоядерной войной, согласитесь, он перешел уже все, я уж не знаю, как назвать, красные линии, да, никакие оправдания ему ни для чего не нужны. Это международный преступник, злодей, и до тех пор, пока, как говорится, мы его не прикончим, он все равно будет разрушать и разрушать и разрушать на максимально возможном, как бы допустимом с военной точки зрения, да, и с практической точки зрения для России уровне. Так что я в этом смысле не считаю, что, повторяю, оборона Украины или сопротивление Украины агрессии ведет к усилению военной кампании России против Украины. Эта кампания проводится на максимально возможном для России уровне. Понятно. Скажите, пожалуйста, в таком случае, вот если действительно это именно украинские спецслужбы, именно украинская спецоперация, то какой тогда асимметричный может быть ответ? И просто некоторые восприняли за ответ это ужасающий просто-таки обстрел города Запорожье на следующий день, где погибло вот уже 17 человек, некоторые дают цифру 19 человек. Это просто ракеты, 12 штук по жилым домам. Запорожье, которое как бы провозгласили российской территорией. Это же как раз аргумент в пользу того, что мы не должны исходить из возможности регулировать, скажем так, уровень нанесения ударов и уровень разрушений, наносимых Российской Федерацией. Повторяю, война идет уже много месяцев. Я считаю, что Украина обязана договориться со своими западными союзниками о том, что им развязывают руки, да, украинским вооруженным силам, что они имеют право наносить удары и по территории противника, каковым является Российская Федерация, и по территории Беларуси, которая реально участвует в этой военной операции на стороне России. Естественно,
точки сосредоточения российских войск в Белоруссии и России наверняка явятся в этом случае вполне оправданными объектами для нанесения ударов украинской стороной. И я думаю, что тогда, может быть, и Беларусь, и Россия почувствуют ту опасность, в которую они ввергают мир. Потому что до тех пор, пока война ведется как бы в одностороннем порядке, да, как улица с односторонним движением, потому что мы знаем, что гибнут российские солдаты, но Путину-то ведь на это наплевать, сколько их гибнет, чем больше, тем лучше. А вот Крымский мост, это, конечно, пиарно выглядит для Путина не очень хорошо. Да и, повторяю, с военной точки зрения, реально, это единственная дорога жизни для российской группировки в Крыму. Так что, в принципе, повторяю, надо уже понять, что война приобретает другой характер, и с точки зрения того, что она длится много месяцев, и с точки зрения риторики, которую мы слышим от Путина. Вот еще завтра мы наверняка что-то услышим на этом самом Совете Федерации. Поэтому, повторяю, Украине необходимо получить свободу рук в отношении России и Белоруссии. Тогда, мне кажется, российские вооруженные силы окажутся в более выгодной ситуации. Но я уверен, что это торможение, оно исходит, естественно, со стороны европейских государств и НАТО, которые надеются сохранить эту войну в пределах украинских границ и не допустить ее расширения, не дай бог, да, за пределы не только Украины, но и в том числе, да, в направлении Восточной Европы, которая является частью НАТО. Но здесь, к сожалению, не все зависит от Украины, не все зависит от НАТО, и очень много зависит от Путина, и нет никаких указаний на то, что он раскаивается в содеянном и хочет дать задний ход. Вы последовательно продвигаете в разных своих публичных выступлениях такую необратимость, что ли, попытки повторного удара то ли российских войск, то ли белорусских войск, но вот со стороны Беларуси на север, или же тропами теми же, которые были протоптаны вот в самом начале войны, или же на новых направлениях. И говорите, что Беларусь, ну вот как какой-то запасной аэродром, и он включится рано или поздно в войну. Объясните, пожалуйста, вот это заявление Хренина, который говорит, что у нас есть 500 тысяч в случае чего обученных войск, мы готовы провести мобилизацию, и вот эти мобилизованные 500 000, в принципе, достаточно такая серьезная сила белорусской армии. Оно зачем было сделано? Это пугало, которым всячески пытаются пугать Украину, мировую общественность вот этого второго фронта. Или здесь есть реальный сценарий, просто мы не подошли вот еще к той черте, когда он будет реализовываться? Ну, вот смотрите, Путин объявил о мобилизации 300 тысяч, человек, и за, что там у нас, 2 недели, да, после этого вот все эти 300 тысяч ушли за границу. Вот просто взяли и ушли. Сейчас там все подсчитывают судорожно, все европейские страны, или соседи, вернее, России, подсчитывают, сколько куда ушло. Но, по-моему, уже эта цифра даже перевалила за 300 тысяч. Никаких 500 тысяч, естественно, в Беларуси нет. Там есть, как говорится, максимум 2 бригады. И, кстати говоря, есть вполне серьезные белорусские силы, которые воюют в Украине на стороне Украины, да, против России. Поэтому я бы на месте белорусского командования 10 раз подумал, хотят ли они мобилизовывать
белорусские силы новые, потому как больше шансов на то, что они перейдут на украинскую сторону и будут бороться с одной стороны с Россией, а с другой стороны будут свергать режим Лукашенко. Это, кстати, то, что там непременно произойдет. Беларусь очень важный момент, действительно. Я с 2014-2015 года говорил, что нужно следить за тем, что происходит в Беларуси. И что если мы заметим попытки аннексировать Беларусь, то очевидно, что это будет делаться в рамках подготовки полномасштабной войны с Украиной. До аннексии не дошло, что очень удивительно, потому что мы видим любовь Путина аннексировать каждый вообще полузахваченный кусочек чужой земли. А вот Беларусь не просто захвачена в 2021 году была незаметно, да, мы все это пропустили, кстати. Все пропустили этот момент. Никто не кричал «караул», захватили Беларусь. А Беларусь захватили именно для того, чтобы начинать полномасштабную войну с Украиной. Именно для того, чтобы вести наступление прежде всего на Киев, потому что с территории Российской Федерации наступать на Киев было бессмысленно. Ну, как оказалось, с территории Беларуси оказалось бессмысленно наступать на Киев, но Путин этого до февраля месяца не знал. Но понимаете, не только дело в том, что Беларусь не аннексировали, а дело в том, что ни одна горячая или глупая горячая голова в Думе, которая требует и Финляндию вернуть в Российскую Федерацию, и Аляску вернуть в Российскую Федерацию, почему-то про Беларусь никто ни разу не заикнулся. Вот никто ни разу не сказал: Владимир Владимирович, а что это вот Беларусь такое государство? Откуда вообще оно появилось? Она вообще когда последний раз существовала на карте? А почему же это мы всех хотим аннексировать, а вот про Беларусь мы не вспоминаем? И я думаю, что единственное разумное объяснение, почему об этом никто не вспоминает, да, потому что указание дано об этом не вспоминать. И указание дано оставить Беларусь формально независимой. И я подозреваю, что это не случайно. Поэтому я бы, конечно, на месте и Украины, и западных союзников Украины сосредоточился бы на Беларуси и постарался бы получить ее назад в сообщество европейских государств. И постарался бы лишить Путина и геополитического плацдарма для наступления на Восточную Европу, и военного плацдарма для возможного нанесения ядерного удара, потому что я думаю, что не планирует Путин наносить этот ядерный удар с территории Российской Федерации. Все-таки это будет достаточно рискованно, да? Если не сказать самоубийственно. А вот наносить удар с территории Белоруссии вполне подпадает под вот эти вот гибридные устремления Путина каждый раз придумывать что-то новенькое, некий вариант гибридной войны. Да? Вот он придумал вариант гибридной войны сам с Грузией, с Украиной. Сейчас он думает над гибридной ядерной войной. Поэтому я думаю, что в рамках ликвидации этого риска, конечно, нужно превентивно решать белорусский вопрос. Вообще нужно немножко изменить тактику, да, и заимствовать ее у израильтян, которые пытаются решать все проблемы в превентивном порядке, а не реагировать на них задним числом. Повторяю, поскольку война уже идет, да, призывать наносить превентивный удар по сосредоточенной российской армии 23 февраля этого года, наверное, мы бы не стали, потому что все-таки была какая-то, может быть, у кого-то надежда, что Путин не решится на войну. Но он решился, война уже идет. Уже Путин объявил неоднократно, что это не только война против Украины, но и против всего НАТО. И, в общем-то, война за передел мира. Поэтому, я думаю, надо принять эти заявления за чистую монету и сказать всем себе, что да, началась война за передел мира. Я считаю, что она началась 24 февраля. Можно даже не формулировать это именно так, а просто идти, послушно следовать тому, что говорит Путин. А Путин говорит, что это война за передел
мира, против НАТО, против Запада. И, собственно, вот так и нужно войну эту вести. Не как российско-украинскую войну, да, где Украина, обороняющаяся сторона, не имеющая права наносить удары по территории противника, а как войну, которую Запад ведет с Россией. Да? Но, повторяю, для этого, безусловно, нужно иметь согласие западных союзников, потому что, да, Украина как бы сильна не только тем, что украинцы борются за свою свободу и умирают за свою свободу, но и тем, что украинцы сумели, да, найти себе союзников в этой войне, которые помогают им и финансово, и вооружением. Ну, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы этих вооружений было, прямо скажем, столько, сколько нужно украинской стороне, а не столько, сколько по тем или другим соображениям готов предоставить Запад. Я думаю, что время здесь работает в пользу Украины и на Украину, потому что Запад постепенно сдвигается, вот каждый день сдвигается в своей позиции в сторону все больше и больше и больше поддержки Украины. Но просто, к сожалению, Украина каждый день за это платит жизнями. Юрий Георгиевич, Илон Маск снова говорит об угрозе ядерной войны. И, собственно, эти разговоры Илона Маска не только там про референдумы, про то, как чтобы разрешить конфликт, каким образом это сделать, но в плане стремления не допустить Третьей мировой ядерной, вот все-таки говорят о том, что ставки и вот процентное отношение вероятности начала именно такой большой ядерной войны довольно-таки высокая и растет, ну, чуть ли там не из недели в неделю, не изо дня в день. Как вы думаете, слова Байдена о том, что к Путину нужно относиться серьезно, к этим как бы посылам, что он готов применить ядерное оружие, они по большому-то счету запустили вот процесс холодной войны вот в 21 веке. А какая это будет холодная война? И будет ли вот этот Армагеддон, о котором говорит Байден? Ну, холодная война – это, прямо скажем, детский лепет прошлого века, о котором мечтать только можно. Да? В холодную войну Советский Союз, ну, после 1945 года, по-моему, нигде десятками тысяч людей не убивал. Я, правда, не знаю, надо, может быть, посчитать там потери афганского населения, да, потери чеченского населения, но я подозреваю, что вот в сжатые сроки, да, там, в 7-месячный период, Советский Союз не сам не терял такого количества людей, не иностранцев, как говорится, не убивал в таких количествах. Поэтому мы сейчас, конечно, в более опасном, я думаю, периоде, на более опасном этапе. И риторики никогда такой не было со стороны руководителей государства про использование или вероятное использование ядерного оружия. Я считаю, что у нас есть один как бы шанс избежать действительно термоядерного столкновения. Ну, сначала ядерного, потом термоядерного. Я не хочу сказать, что это вот стопроцентный рецепт от всех наших проблем. Наверняка нет. Но единственный способ остановить вот эту вот ядерную угрозу – это прикончить режим Путина в Украине. Да? Вот в рамках российско-украинской войны, то есть закончить Третью мировую войну на фронтах Украины. Но для того, чтобы это сделать, повторяю, нужно оказывать Украине принципиально большую военную помощь, нужно развязать Украине руки в том смысле, чтобы украинские военные как бы сами принимали решение, как им вести эту войну. И нужно, безусловно, отнять у Путина Беларусь. Вот я считаю, что если вот это будет сделано,
то, собственно, шансы на начало ядерной войны будут сведены практически к нулю, потому что я далек от мысли, что Путин будет начинать ядерную войну, нанося удары с территории Российской Федерации. А для того, чтобы свергнуть Лукашенко, для того, чтобы вернуть Беларусь в семью народов, на самом деле много сил, будем откровенны, не понадобится. В Беларуси все население против своего правительства, мы все это знаем. Есть политические силы, которые частично в тюрьме, которые за границей живут, и которые готовы сформировать правительство немедленно. Есть, кстати, очень большое количество белорусов, которые эмигрировали, убежали за границу, да, вот на пересидеть, переждать этот тяжелый период, и которые готовы вернуться в свою страну. И есть даже костяк белорусской армии, который сейчас воюет в Украине на стороне ВСУ. Поэтому, в общем-то, в Белоруссии, где Лукашенко классический диктатор, свергнуть режим можно за неделю. Нужно только, повторяю, Украине дать свободу рук в отношении Беларуси. Я уверен, что Украина сама способна будет открыть белорусский фронт и решить все эти Юрий проблемы. Георгиевич, а что касается вот этих переговоров, о которых заговорили вот уже еще громче, и заговорили турки о том, что готовы предоставить Стамбул, ну и, собственно, Турцию, любой город, для того, чтобы усадить за стол переговорщиков от Запада и Российской Федерации. Мол, с Украиной не получается, потому что даже Зеленский издал указ, что вот с Путиным не будет теперь никаких переговоров. Указ о никчемности его принятых решений об аннексии украинских земель. А что дадут эти переговоры Запада с Российской Федерацией? Начнем с того, что Эрдоган был один из немногих западных лидеров, вернее так, единственным, по-моему, лидером страны НАТО, да, который умудрился поздравить Путина с 70-летием. Поэтому я бы тут как бы не сильно доверял искренности Эрдогана. Да, у него своя игра, очень сложная, нам в этой игре разобраться сложно, поэтому идея переговоров в Стамбуле я бы на месте западных союзников Украины, конечно, не рассматривал. Путин, может быть, и может согласиться послать кого-то там на ведение каких-то переговоров. То, что это не более как военная хитрость или очковтирательство, это я могу сразу сказать. Ничего из этих переговоров не получится. Из этих переговоров ничего не получится, потому что, знаете, как Гитлер говорил перед началом войны с Польшей, да, когда ему намекнули, что как раз западные союзники, когда намекнули, что готовы отдать Гитлеру Данциг, если он согласится не начинать войну, Вторую мировую, как мы знаем, Гитлер на это ответил: речь идет не о Данциге. Так вот, для Путина речь идет не об Украине. И это все прекрасно понимают, и в том числе и Путин. Это сейчас, после референдума, появляются какие-то голоса, не очень, кстати говоря, уверенно звучащие в Европе, что, может быть, вот этот референдум – это указание на то, что Путин готов ограничиться вот только вот этими вот кусками украинской территории, типа давайте ему это отдадим и заживем мирно и спокойно. Это иллюзия, которая в Украине, я думаю, каждому ребенку понятно, что это иллюзия. На Западе, может быть, это не всем понятно, но я уверен, что руководству западных стран это тоже понятно. Уже теперь всем понятно, что речь идет, мало того, что она не идет об аннексированных территориях, что речь не идет об Украине. Да. Украина, так сложилось, что просто Украина была вот второй после Беларуси. Да. Беларусь тихо захватили. А в Украине неожиданно для Путина пришлось воевать. Это тоже не то, на что он рассчитывал. Да? Он же рассчитывал все быстренько и без боя забрать, как Крым в 2014 году.
а оказалось все иначе. Поэтому я не верю в реальность этих переговоров, кто бы их ни проводил и в каком бы городе они ни проводились. Я не верю в результативность этих переговоров. Ну а то, что те или иные политические руководители по тем или иным причинам поднимают вопрос о необходимости ведения переговоров для прекращения кровавой бойни, ну, с этим как бы трудно так уж вот спорить, да, вреда вроде бы нет от этих переговоров. Вреда от них, наверное, никаких не будет, но пользы будет точно ноль. Дональд Трамп взял на вооружение эту же тему переговоров и выступил за немедленное начало. Как вы к этому относитесь? Зачем Трампу вот такая категоричность? И, собственно, вот в контексте выборов, да, в Соединенных Штатах Америки, это выигрышная карта или нет для самого Дональда Трампа, ну и республиканцев, которые сейчас пытаются как бы завалить демократов и переизбраться в большем количестве в этом году, ну и понятно в следующем тоже. Ну, начнем с того, что это выигрышная карта для Путина. И делает это Дональд Трамп для Путина, да, и вообще все, что делал Трамп в отношении России, когда он был президентом, делалось для Путина и ради Путина. И тут ничего для нас удивительного нет, потому что как бы Трамп это союзник Путина, и Путин это А почему вы союзник так Трампа. считаете? Нет, вы поясните, пожалуйста, причину, ну, причину таких рассуждений. Есть, Юрий Георгиевич, просто мнение, что, а вот наоборот, посмотрите, это вот все при демократах оттяпали у Украины Крым, и вот сейчас вот это невнятное, а вот при Трампе-то смотрите, как было. Вот все было четко, ясно, понятно, и никто никуда не посмел бы рыпнуться. Ну, по крайней мере, так определенные круги, симпатизирующие Трампу, говорят. Ну, смотрите, Крым, безусловно, это факт, исторически захватили при демократах, но Абхазию и Южную Осетию захватили прекрасненько при республиканцах. Да? Так что давайте тогда уже как бы по-честному. Это во-первых. Во-вторых, республиканцы и демократы вот сейчас, после февраля 2022 года, проявляют исключительное единодушие в вопросе о поддержании Украины. И более того, республиканцы даже в чем-то иногда как бы занимают более проукраинскую позицию, чем демократы. За одним единственным исключением самого Дональда Трампа. Дональд Трамп, я говорю это абсолютно ответственно, является завербованным российским агентом, еще советским агентом, а потом уже российским. На это есть очень много указаний, есть очень много, ну, я бы считал, доказательств этого. Но, понимаете, в вопросах вербовки, это я уже вам говорю как специалист по спецслужбам, доказательств практически никогда не бывает. Вообще определить шпиона, реально поймать шпиона, ну, вы не представляете, как трудно. Но даже Гордеевский, да, был под следствием в Советском Союзе, будучи британским агентом. И то КГБ не смогло определить, что он шпион, и его как бы выпустило, да, из рук. И тут-то он и убежал. Понимаете, есть примеры из истории английских спецслужб, когда советские агенты, про которых подозревали, знали, что они агенты, и тоже ничего нельзя было сделать, доказать ничего было нельзя. Это очень сложный момент. Вопрос формально-юридических доказательств в шпионаже, ну, почти как бы отсутствует, да, этот вопрос. Очень трудно это сделать. Тем не менее, по манере поведения, потому что происходило, потому что ни одного плохого слова ни разу, никогда в жизни Трамп про Путина не сказал и не скажет, поскольку это как бы основа его агентурных отношений со своим куратором. А куратором Трампа является
безусловно, именно Путин. Да? Это долгий разговор, его можно продолжать, он в каком-то смысле бесперспективный, потому что слушатель всегда может сказать: нет, вы нам дайте доказательства. Да? И какие-то доказательства можно как бы предъявить, но и про них можно сказать, что это не доказательство. Да? 315 миллионов одолженных Deutsche Банком Трампу денег. Это деньги российского Сбербанка. И это даже можно доказать, что это деньги российского Сбербанка. Но из этого не следует, что это как бы деньги, определяющие, допустим, факт того, что Трамп на эти деньги, именно на эти деньги проводил предвыборную кампанию, стал благодаря этим деньгам президентом Соединенных Штатов, и деньги эти были даны в связи с тем, что Трамп является агентом российского руководства или там конкретно Путина или ФСБ. Понимаете, доказать, повторяюсь, это сложно. Но вернемся, тем не менее, к вашему вопросу про Трампа, и сейчас попробуем его быстренько закончить, хотя это очень сложный вопрос. Как только и если Трамп станет президентом, он выведет Соединенные Штаты из НАТО. Он найдет для этого несколько красивых объяснений. Первое будет заключаться в том, что стратегическим врагом Америки является Китай, а не Россия. Второе будет заключаться в том, что Европа достаточно богата, чтобы сама обеспечить свою военную как бы независимость. Да? И Европа вообще сама должна тратить больше денег, чем она тратит на безопасность. И еще какие-нибудь несколько, там, 5 красивых пунктиков он нам назовет. Но за всем этим будет стоять одно единственное желание – вывести Соединенные Штаты из НАТО, чтобы помочь России и Путину захватить Европу. И это то, что сделает Трамп, как только и если он придет к власти. И все, что происходило при Трампе, если иметь в виду, я не знаю, там, условно говоря, поставки, хоть какие-то поставки там, американского оружия Украине и так далее. Все это делалось вопреки Трампу, а не благодаря Трампу. Потому что Трамп, естественно, не диктатор в Соединенных Штатах, а всего лишь президент. Но, как оказалось, президент, который реально очень как бы серьезно влияет на политику, в том числе на внешнюю политику. Вообще в Соединенных Штатах у американского президента в вопросах внешней политики сосредоточена в руках серьезной власти. И как оказалось, что если плевать на законы, если плевать на нормы, если плевать на традиции, что Трамп делал все 4 года, то эта власть, она серьезная и в вопросах внешней политики, и в вопросах внутренней политики, потому что в Америке все было построено не на законах, а на традициях. Все эти традиции как бы Трамп нарушил. За 4 года в судебном смысле невозможно было как бы определить, на что он имеет право, на что он не имеет права, потому что, повторяю, все в Америке определялось традициями. Конечно, после Трампа все это, наверное, со временем должно быть и будет перестроено, но это очень медленный процесс, который в Соединенных Штатах займет десятилетия. Я не вижу угрозы Украине в приходе республиканцев к власти в Конгрессе, в Сенате. Сейчас у нас в ноябре будут выборы, и с очень большой вероятностью республиканцы получат большинство в Сенате, может быть, даже и в Конгрессе. Может быть, есть шанс, что я не прав. Но я не вижу в этом угрозы для Украины. А вот в приходе Трампа к власти я вижу Да, катастрофу. очень интересно, вы правы. Просто. Действительно, это очень объемная тема, и, конечно же, хочется каких-то, ну, если не доказательств, то аргументации, но вы достаточно исчерпывающе дали ответ. Единственное, что мотив непонятен. Мотив, почему Трампу становиться агентом Путина. Деньги? Ну, у Трампа достаточно денег. Вот. У Трампа нет денег вообще, извините, я перебиваю. У Трампа нет вообще денег.
Трамп как бы всю свою жизнь был жуликом и проходимцем. Да, всех кидал, всех бросал, не отдавал займы. Самому Deutsche Bank он тоже не отдавал займы, судился с Deutsche Bank. Да, ему нужны были деньги, вы не поверите, но ему были нужны деньги. Ну, а кроме этого, будем откровенны, мы знаем, что компромат с древнейших времен – это всегда одно и то же. Деньги и секс. Ничего больше. Ничего больше. Так что вот в этих двух направлениях как бы и нужно искать, не знаю, основу вербовки, причину вербовки. Да? Но деньги на предвыборную кампанию – это деньги. Без российской помощи Трамп не стал бы президентом. А не став президентом, он бы так бы и ушел в никуда, да, как бизнесмен, создавший такую империю МММ, да, которая рано или поздно рухнула бы. У Трампа одни убытки. У него денег нет своих. Это вот как бы такой классический МММ на американской Очень почве. интересно, конечно, насчет Трампа и вообще влияния Москвы. Но я хочу все-таки продолжить ситуацию в Европе, потому что в Германии свой теракт. Оптоволокно перерезали, и долго не могли люди уехать с вокзала. И вот в сообщении было сказано, что это какая-то вот третья страна. Вот эти теракты, потоки, которые мы вспоминали, сейчас вот Германия и железнодорожный, скажем так, пункт сообщения. Что за этим стоит? Кому это выгодно? И как вы видите вот это положение Европы в контексте такого нагнетания, что ли, ситуации? Если мы исходим из того, что Третья мировая война началась 24 февраля этого года, то, собственно, все основная деятельность, да, саботаж ложится укладывается в рамки уже начатой войны, и удивлять нас все это ни в коем случае не должно. Сейчас, скажем так, когда Вторая мировая война началась, да, Англия с Франции объявили войну. Поэтому все, что дальше происходило, как бы и реально, и формально, укладывалось в рамках уже начатой войны. Сейчас как бы война вообще-то и никому не объявлена. Да? Путин проводит специальную военную операцию. Да? Украина войну России тоже не объявляла. Западные союзники Украины просто помогают Украине финансами и оружием. Да? Войны никто никому не объявлял. Вообще я должен напомнить, что Советский Союз просто никогда никому не объявлял войны. Вот ни одной войны, да, Советский Союз не объявлял, при том, что он постоянно вел войны, да, и постоянно на всех нападал, и постоянно вводил всюду свои войска, да, войны он никому не объявлял. Поэтому не будем ждать от Путина объявления войны Западу, Украине или кому-то еще. Вот Англия с Францией объявили войну Гитлеру, да, 3 сентября. И Сталин как раз на это заявил тогда, что не Германия напала на Англию и Францию, а Англия и Франция напала на Германию. Так что вот примерно в такой же ситуации мы сейчас тоже оказываемся. Да? Запад, с одной стороны, понимает, что Россия начала войну и готовится к полномасштабной войне, собственно, со всем Западом, да, и Путин этим угрожает и об этом объявляет. Да? Но до объявления войны не дошло, и со стороны России, наверное, не дойдет, да? Потому что это не в традициях советского-российского руководства. Но саботаж и диверсия – это вполне в традициях. И я думаю, что к этому тоже нужно готовиться и, наверное, улучшаться
улучшаться, этой ситуации не будет. Вообще нет никаких указаний на то, что с 24 февраля 2022 года, ну, хоть где-то, хоть на каком-то фланге или фронте произошли события, указывающие на смягчение ситуации. Скорее, наоборот, только на нагнетение. Да, интересно, что происходит в военных кругах Российской Федерации? Сразу, ну, тут несколько составляющих. Понятно, Шойгу, которого критикуют, Суровикина поставили официально командующим спецоперации, и Пригожин, который тоже критиковал, собственно, Минобороны вместе с Кадыровым, вот ему понравилось это назначение, все, можно выдохнуть. Но там тоже интересные, скажем так, процессы происходят с дочерью Шойгу, которая там какой-то орган возглавила. Вот то, что сейчас вот происходит, это можно назвать отражением там войны ФСБ против Минобороны? Или это такой внутренний процесс переформатирования, поиска виноватых, арестов каких-то генералов и вот такое вот сито, которое как бы трясет Путин для того, чтобы получить, ну, какой-то удобоваримый результат? Ну, смотрите, в Советском Союзе армия, ну, политической роли никогда не играла. То есть армия использовалась, были случаи, когда использовали какие-то армейские там группы, я не знаю, ну, в конце концов, когда вот Берию арестовывали, да, например, и убивали, то были задействованы как военные, да, а не спецслужбы. Но на самом деле как бы Россия в этом плане не Латинская Америка. Там как бы армия к власти никогда не приходила и не придет, я думаю. Как мне кажется, российские генералы, ну, они, может быть, смелы на поле боя, когда нужно за родину умирать. Это я не буду этой темы касаться. Но то, что по жизни более трусливых людей, чем российские генералы, нет на свете, это я могу гарантировать. Все, о чем они мечтают, это о погонах, о пенсии, о там, дачке, домике после пенсии. Поэтому не нужно ждать от них противостояния органам госбезопасности, тем более, что, опять же, после 2000 года в России ФСБ захватила власть не только как бы в государстве, вернее, и в государстве, да, и власть над армией в том числе. Да. Поэтому в России такая неестественная, может быть, ситуация, когда армия тоже подчинена госбезопасности. Я не ожидаю от военного руководства России какого-либо противостояния там, ни Кремлю, ни Лубянке. Я думаю, что рассчитывать на это неправильно. У нас есть из того, что мы знаем, да, пример того, как Генштаб категорически возражал против вторжения советских войск в Афганистан, как на встрече там, окончательные, да, где присутствовали и представители Генштаба, и руководство КГБ. Политбюро заняло сторону КГБ, да, и не прислушалось к точке зрения Генштаба и начало войну в Афганистане. Мы знаем, чем это все, как это все проходило, чем это все закончилось. Поэтому я не исключаю, что, может быть, когда-нибудь нам станет известно, что вот на этом там, историческом заседании, если оно было, там, Путина с руководством ФСБ и с руководителем Генштаба, Генштаб высказался против начала военных операций против Украины, и что Генштаб не послушался. Но это нас тоже не должно удивлять. Ну а то, что военные люди как бы, везде, в общем-то, будем откровенно, выполняют приказы политического руководства, в этом, собственно, суть армии. Повторяю, политической силы, политического влияния российская армия никогда не имела, не имеет, и рассчитывать на это не стоит. Угу. Но что касается вот этой критики, вот этого
накала, поиска виноватых, шельмования, крайнее военное, крайний там Шойгу Герасимов, дочь его, попытка каких-то кадровых ротаций, изменений. Это вот внутренний или внешний процесс? Нет, ну это из армии сейчас будут делать мальчика для битья, да, потому что, ну, конечно, если российская армия терпит поражение в Украине, то проще всего объявить виноватой в этом, естественно, армию, да. Кто такой Пригожин, кто такой Кадыров, вообще какое эти люди, будем откровенны, имеют право критиковать руководителей Министерства обороны. Ну, Юрий Георгиевич, для меня было финишем просто, когда зам там, главы региона, вот этого нового региона, оккупированной Херсонщине, вот этот гауляйтер Стремоусов предлагает Шойгу застрелиться. Это, по-моему, вот показало, ну я такого не встречал еще, чтобы вот бог весть кто целому там, министру обороны вот, ядерной державы такое говорил. Это, по-моему, вот переходит вот все границы. Ну, опять же, нам же Пригожин продемонстрировал, что в России нет, ну, не только никаких законов, да, ни у кого там даже нет представления о том, что можно, что нельзя, что законно, что незаконно. Ну, кто такой Пригожин? Ну, мы знаем, кто такой Пригожин. Да? Но кто формально говоря Пригожин? Ну, назовем его хозяйственником, да, ну, чиновником, ну, хозяйственником. Ну, еще вот он по хозяйственной части организовал там эту самую вагнеровскую группу, допустим, да. Но на самом деле, ну, хорошо, он в лучшем случае чиновник. Ну, какое право имеет чиновник приезжать в колонию, обещать заключенным, увозить с собой заключенных, обещать им, что через полгода им будет дано помилование. Ну, понимаете, это же нарушает как бы полностью всю судебную систему России, какой бы там хорошей или плохой она ни была. И никто же ему не возражает, да? Никто же не говорит, что это незаконно, что он не имеет на это права. Вот никакого права, ни по каким кодексам, ни с какой стороны. Да? То есть, да, создается ощущение, что в России полный хаос, полное беззаконие, полное бесправие. Да. Ну, наверное, вот в рамке вот таких вот кухонных или там отношений или разговоров в бане, да, можно сказать там Шойгу: слушай, пойди застрелись уже, потому что сколько можно на тебя смотреть. Мобилизация, которая объявлена так, что народ просто толпами уходит пешком за границу. Понимаете, вот это и есть нынешняя современная путинская Россия. Может ли этот режим рухнуть? Может рухнуть, но для этого нужно, к сожалению, госбезопасность куда-то как бы деть, да? Потому что сами эти люди власть не отдадут. Вот опять же посмотрим, с интересом жду завтрашнего дня с точки зрения результатов встречи Путина в Совете, выступления Путина в Совете Безопасности. Посмотрим, что он скажет, если он что-то скажет, если он не отменит, например, это свое выступление, такое тоже может быть, если ничего в результате не будет, такое тоже может быть. Посмотрим, что произойдет. Но, в принципе, да, там развал, конечно, полный, но атомное оружие у них есть, и приказы пока что, я не знаю, как на фронте, на украинском фронте, в Украине чувствуется это, не чувствуется, там выполняют приказы, не выполняют приказы, российская армия воюет, не воюет, но я подозреваю, что до полной победы и до полного разгрома России нам еще далеко. Да. В контексте происходящего, передача власти. Вот есть такое мнение, я хочу, чтобы вы, как аналитик, как историк, вот эту позицию вот как-то прокомментировали. Есть такое утверждение, что Путина не отпускает Украина.
Вот Украина не дает ему уйти, он бы уже давно сложил полномочия, передал бы кому-нибудь, где-нибудь там кукловодил серым кардиналом или просто пошел бы на покой, но нельзя, не получится. И после Крымского моста уж тем более. Есть какой-то сценарий, что делать дальше, вот находясь в таком положении? В положении, когда бы ты вроде как и ушел, но не можешь. Потому что в проигрышный момент уходить, это означает не так записать себя в учебник истории, как планировалось и хотелось. Ну, я думаю, что Путин уже не записался в учебник истории так, как он планировал. Да? Он, тем не менее, планировал записать себя в учебник истории как человек, воссоздавший Советский Союз, да? Включивший в границы этого Советского Союза, ну, как минимум Украину, Беларусь, Казахстан, ну, а кто знает, может быть, даже из страны Балтии, как повезло бы, да. Не вошел он уже в историю. Он в историю войдет как злодей, развязавший кровавую бойню, а может быть и доведший мир до полномасштабной Третьей мировой войны. И закончит он как бы плохо, да, мы все это понимаем. Проблема же не в том, что он плохо закончит, проблема в том, что как бы еще куча народ за это может заплатить своей жизнью. Так что нет, я думаю, что сейчас уже, я думаю, Путина не волнует вопрос о том, как он войдет в историю. В историю он войдет с серьезным знаком минус. Уйти он никуда не может. В этом некая проблема. Для нас проблема. Прекратить эту войну он не может, повернуть назад он не может. Ему остается только идти вперед, как говорится, до конца. Наверное, он все равно считает, что до победного конца. Но победного конца у него не будет, но до конца ему придется, я думаю, идти. То есть, скажем прямо, я, опять же, далек от мысли, что он собирает завтрашнее совещание, чтобы объявить о том, что он уходит в отставку и передает бразды правления Совета Безопасности. Да. Совет Российской Федерации, да, то есть Патрушеву. Я не думаю, что это произойдет. По Конституции в случае ухода в отставку президентом, исполняющим обязанности, вернее, президента должен стать премьер-министр, руководитель правительства. Повторяю, я не думаю, что это произойдет. При этом я считаю, собственно, всегда считал Путина представителем ФСБ у власти. И в этом плане я не считаю, что что-то изменится к лучшему от ухода Путина. Да? Это не Лукашенко. Может ли руководство ФСБ снять Путина, да, и там, заставить уйти его в отставку? Может. Но, повторяю, у власти все равно останется ФСБ, и смена одного руководителя, поставленного ФСБ, на другого руководителя, поставленного ФСБ, может как бы вообще ничего не изменить в российской внешней политике. Потому что мы уже знаем, как бы, что нам нужно от нового руководителя России. Да? Признание поражения в войне с Украиной, признание границ 2007 года, то есть до оккупации еще Грузии, да, до войны с Грузией, согласие на выплату репараций Украине. Ну, я длинный список могу перечислить, да, демилитаризация Калининградской области или пересмотр статуса вообще Калининградской области, может быть отказ от ядерного оружия со стороны российского руководства. Длинный список, то есть его составить, как говорится, 15 минут, но список этот достаточно длинный. Да. Я не вижу вот таких людей,
да, стремящихся прийти к власти в России или реально способных взять власть в России, я не вижу этих людей. Я готов при этом представить себе, что если с Путиным что-то случится, так или иначе, его, да, сменит человек, который будет продолжать всю ту же политику. Вот этот вариант я вижу, но и в этом смысле мне совершенно все равно, кто у власти, там, Путин или кто. Друзья, я предлагаю всем поставить лайк этому видео, конечно же, подписаться на мой канал, прокомментировать слова Юрия Георгиевича в комментариях. Очень интересно, что вы думаете, согласны, не согласны, пишите. Нам очень интересно, мы читаем комментарии, и эксперты, мои интервьюируемые тоже читают комментарии, потому что работаем мы исключительно для вас, и нам очень интересно, что вы думаете. Юрий Георгиевич, последний финальный вопрос этой нашей встречи, он вот продиктован, ну, наверное, вот отчасти вот этим уходом, вот гипотетическим. Мы записываем, понятно, что разные часовые пояса, Юрий Георгиевич в Америке, я в Украине, мы не знаем, что там, чем закончилось совещание, но обязательно точно узнаем и можем сопоставить. Но у меня вопрос по санкциям Европейского Союза, и вот неожиданно для вас, наверное, прозвучит этот вопрос, по санкциям в криптовалютах, которые тоже отразились. Есть мнение, что от этого в большей степени пострадает российская оппозиция, которая там финансируется или каким-то образом причастна к разным там криптокошелькам, собираются средства. И вот эти уехавшие российские оппозиционеры, как раз таки вот их очень сильно заденет вот это ограничение, в том числе это ограничение, которое введено Европейским Союзом. В финале нашей беседы я хочу, чтобы вы откомментировали роль российской оппозиции вообще в происходящем, в дальнейшем, в происходящем сейчас. Она вычеркнута окончательно из списка претендентов на какую-то там в обозримом или не очень обозримом будущем власть. Нет, она не вычеркнута из списка, но, наверное, правильнее все-таки считать, что только после поражения Российской Федерации в войне с внешним противником, да, а не с внутренним, у российской оппозиции появится наконец-то шанс, да, получить власть в России и попробовать отстроить Россию, как говорится, с нуля. Ну, точно так же, как в 1945 году в Германии, только после поражения гитлеровской Германии, было создано нормальное гражданское правительство, немецкое, да, которое успешно управляло, да, с тех пор Германии. К сожалению, российская оппозиция, к сожалению, для всех, для нас, не набирает той вот критической силы, критической массы, которая способна свергнуть режим в России, изменить режим в России, свергнуть Путина, да, изменить режим Путина. Нет у российской оппозиции для этого силы. Этому есть какие-то объяснения. Во-первых, очень серьезный противник у российской оппозиции. Этот противник — госбезопасность. Это структура с 1917 года существующая, самая старая структура, самая сильная структура, профессиональная, хорошо делающая свое дело. Поэтому противник очень серьезный. Это, наверное, главное. Кроме этого, Россия существует в формате открытых границ. Это создает возможность для всех тех, кто на самом деле некомфортно себя чувствует в этом режиме, да, или ненавидит путинский режим, скорее принять решение не бороться против этого режима в России, потому что это и рискованно, и, может быть, даже бессмысленно, по крайней мере, на нынешнем историческом этапе,
а принять решение эмигрировать за границу и, собственно, жить за границей. Поэтому в результате критической массы оппозиция не собирает. Да. А кроме этого, понимаете, ну, когда мы имеем дело с вооруженной хунтой, да, а в каком-то плане формат, да, правления вот этого ГБшного правления в России, он больше всего похож на хунту, да, то есть это руководители, состоящие в основном, да, пришедшие во власть в основном из спецслужб и из военных структур, да, а пришедшие неизбранные, да, и пришедшие на неограниченный срок. Да, вот это, конечно, подпадает прежде всего под определение хунты. Да? Вот бывшие военные, ну, классическая хунта – это бывшие военные, захватившие власть в результате переворота и находящиеся у власти как бы неограниченно, не заявленное, не объявленное время. Ровно вот вариант, путинский вариант. Он, прав, сказал, что он будет до 2036 года, но это, как говорится, он сейчас говорит, что до 2036 года, а дальше, как говорится, он посмотрел бы, уходить ему или не уходить. Так что это хунта. А с хунтой, к сожалению, свергнуть хунту, к сожалению, в общем-то, можно только с оружием в руках. А оружия в руках у российской оппозиции нет, ну и задачи, будем откровенны, у российской оппозиции никогда не было свергать этот режим с оружием в руках, да, потому что все-таки российская оппозиция – это как бы гражданские люди, а не военные. И это, в общем-то, не революционно настроенная молодежь, которая с коктейлями Молотова идет на штурм Кремля, да, а, в общем, люди мирные, гражданские, повторяю, да, у которых нет задачи никого не... Есть задача бороться и быть, ну, честными перед собой, да, но нет задачи убивать кого-то, даже если иметь в виду врагов, да, там, полицию, национальную гвардию, госбезопасность. Поэтому вот так и сложилось, к сожалению, что российская оппозиция и немногочисленная, и беззубая. И в этом плане Путин, я думаю, ее не боится, потому что сам он из ГБ, и он как бы больше верит в кулак и в пистолет, чем в дискуссии с политическими противниками, и никогда эти дискуссии не вел и не ведет. Поэтому у меня, конечно, больше надежды на внешний фактор. Тем более, что в российской истории, хотя тут неправильно проводить аналогии, они все не очевидны, но в российской истории, как правило, изменения происходили под давлением внешних факторов, а не внутренних революций. Вернее так, внутренние революции происходили, но они происходили тоже под давлением внешних факторов. Да, и таких примеров много. И русско-японская война, вызвавшая первую русскую революцию, и Первая мировая война, да, на фоне которой произошла Вторая русская революция, там, 17 года, февральская, потом октябрьская, и Советский Союз распался как бы на фоне советско-афганской войны, хотя я не хочу сказать, что это был главный как бы и решающий момент, сыгравший роль в распаде Советского Союза. Но, тем не менее, внешний фактор все время присутствовал. И я неоднократно говорил, что режим Путина абсолютно стабилен, за одним единственным исключением, если Путин не начнет большую войну. И вот я считаю, что 24 февраля он начал эту большую войну. И, соответственно, положил, как говорится, конец и себе, и российскому режиму этому путинскому, который он создан. Ну и, наверное, Российской Федерации в том формате, в котором она сейчас существует. Я думаю, что какие-то территории от нее отпадут, но я не думаю, что как бы Россия распадется, как многие там боятся, да, что Россия распадется на 10
государств. Нет, на 10 государств она не распадется. Мы таких примеров не знаем, когда как бы национальное государство распадалось на несколько, ну там, за исключением Северной и Южной Кореи, и там Восточной и Западной Германии, но для этого были опять же внешние причины. Да? Мы не знаем случаев, когда национальное государство распадалось бы на несколько или хотя бы на два. И я не ожидаю такого распада от новой Я благодарен России. вам за эту беседу. Юрий Фелиштинский был моим собеседником, и мы вот обсудили очень важные и интереснейшие вещи. Спасибо вам большое, Юрий Георгиевич. Друзья, Спасибо вам. подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте лайк. И самое главное, берегите себя. Потому что сейчас очень интересное время. И как они напишут в учебнике истории, вот мы уже можем пробовать, по крайней мере, понять. Хотя, конечно же, все-таки эти учебники будут читать наши дети, внуки, а мы уже будем в курсе, если, конечно же, будем следить за всеми событиями. Всего хорошего, увидимся обязательно.